В тот год шотландская погода стояла долго на дворе. Зимы и зимы ждала природа, но снег не выпал в ноябре. Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, добро пожаловать в третью часть, финальную, заключительную из серии выпусков «Была ли трава зеленее?». Если вы не видели первые две, посмотрите обязательно вот здесь. Со мной сегодня гость, которого многие из вас уже знают. Привет, друзья! Это Гриша Шаламов. Две предыдущие части я снимал в двух разных городах. Со мной были люди, мужчины с именем Игорь. И я решил, что третья часть должна быть снята также в другом городе. И все указывало на Гришу Шаламова. Чтобы представить Гришу, мне понадобилось бы, наверное, минут 10. Поэтому я предлагаю, Гриш, представиться тебе. Хитрый ход. Друзья, еще раз всем привет. Спасибо за приглашение. Что может быть лучше, чем выпить в прекрасный вторник, причем еще значительно до полудня. Гриша Шаламов, я основатель петербургского открытого виски-клуба, Keeper of the Quake с недавних пор, и работаю в компании «Ладога», петербургской тоже компании «Ладога», отвечая за категорию крепкого алкоголя и за виски в первую очередь. Ну, в общем, виски люблю и пить, еще больше люблю о нем говорить, еще больше люблю кого-нибудь поить и рассказывать этим людям о виске. Но сегодня вот та часть, которая близка к сердцу, к желудку и ко всем другим частям организма. Сегодня мы с Алексеем будем дегустировать виски вслепую, и это будет крайне увлекательно. Я очень рад, что досталась именно эта часть вот этого дегустационного забега, да, назовем это так, дегустационного марафона, потому что Lowland и Campbeltown, как мне кажется, два незаслуженно обделенных вниманием, а некоторым даже просто неизвестных региона, и виски оттуда дегустировать всегда вдвойне интересно. В конце этого выпуска будет розыгрыш, обязательно досмотрите до конца. Кстати, Гриш, ты смотрел предыдущие две части? Да. Хотя бы одну из них или обе? Честно, смотрел одну с Игорем. Одну. С Леонидовичем. Сегодня у нас два региона. Предыдущие два выпуска были по 4 другим регионам. То есть я решил взять 6 регионов Шотландии и сделать, соответственно, 3 выпуска по 2 региона, выбрать в каждом регионе по винокурне, на каждой винокурне выбрать по подходящему релизу и сделать вот эти вот выпуски. Сегодня у нас два оставшихся региона. Это регион Lowland и регион Campbeltown. Регион Lowland представлен у нас сегодня Гленкинчи 12-летним и винокурней Springbank и релизом Hazelburn 10 лет. Итак, значит, у нас сегодня негласная битва гиганта Диагео против небольшой семьи Митчеллов. Мы будем открывать бутылки при вас. Бутылки, как видите, не открытые. Разливать мы будем в чистую посуду. Приблизительно одинаковые порции по 30-35 мл. Дегустировать мы будем вслепую, не переговариваясь. В конце мы скроем карты и объявим результаты. Итак, приступаем к нашему первому гостю. Это Гленкинчи 12 лет. Итак, с нами сегодня два релиза Гленкинчи 12 лет 2013 и 2021 года, свежая бутылочка. Открываем. А визуально есть сильные различия? Визуально шарфик. Я так понял, Диагео шарфики вешали на все официалки, хотя, может быть, я ошибаюсь. А теперь решили экономить на шарфиках. Да, помнишь? Да. И все сейчас бегают, вот с шарфиком он вкуснее, там Логовулин тут с шарфиком. Юра, по-моему, Щербина нахваливал. Шарфики любят. Любит шарфики, да. Юра Стиляга. Да, Диагео, это у нас Диагео. Самый большой куб Wash Steel в Шотландии имеет Гленкинчи. Двойная перегонка, как бы кто ни говорил. В портфель Диагео винокурня перешла. Ну вот и у меня так получилось. Вот видишь, а ты Игоря винил. В 1986 году. И что интересно, в 1988 году Diageo создали такое вот собрание, что ли, Classic Malts of Scotland. Сделали такой Quake из 5 релизов. При этом, что интересно, кстати, Гриша Шаламов, как он представлялся, является орденоносцем, почетным виски-гражданином, хранителем чаши Keeper of a Quake, или Quake, как хотите, наверное, называть. Главное, не квач. Да.
Да, и, соответственно, в 1988 же году было основано это общество. Я так понимаю, здесь есть какая-то связь с Diageo и также вот этим Quake из 5 релизов, которые они выпустили. Потому что год основания тот же. Я не уверен, признаться честно. Мне кажется, что это совпадение, причем не в соловьевском варианте, а реальное совпадение. Наверное, просто ветра дули в то время вот в этом вот направлении, и все люди, которые держали руку на пульсе, они в этом же направлении начали смотреть. Вообще, Quake — это абсолютно традиционная для шотландцев форма посуды, которую используют для того, чтобы делиться виски. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 1988 году те же Diageo, точнее предшественница Diageo, да, тогда еще IDL, United Distillers, да, которая до этого была IDL, выбрала Quake в качестве символа первой или как минимум одной из первых линеек сингл-молтов, коммерческих линеек сингл-молтов, которые были выпущены на рынок. Гленкинчи как раз та винокурня, до которой я несколько раз собирался доехать, так и не доехал. Вот, поэтому сегодня освежал знания с утра за завтраком Malt Whisky Yearbook. И там был написан забавный, примечательный факт. Как раз по поводу самого большого куба. Я тоже многократно это слышал, да, что у них самый большой в Шотландии Wash Still. И очень разные, многие источники эту информацию ретранслируют. 30 тысяч литров. Вот, но как раз в этом самом издании Malt Whisky Yearbook было сказано, что эта информация не совсем корректная, и куб у них не самый большой, зато у них самое большое заполнение этого куба. То есть они его наполняют 21 тысячей литров браги за раз, и, дескать, больше для первой перегонки в свои кубы ни одна винокурня не запихивает, не заливает. В Шотландии, по крайней мере. В Шотландии, да. Речь, конечно же, про Шотландию. Но, опять, это представитель Лоуленда. Я помню, я когда-то работал в Diageo, года полтора, наверное. Я помню, что Гленкинч тогда был одним из моих любимых молтов, как раз 12-летний релиз. Очень я к нему питал теплые и нежные чувства. А сейчас, мне кажется, Гленкинч крайне интересен тем, что Лоуленд. Что можно из Лоуленда попробовать? Ахинтошин? Да мало что. Бледник? Ну, и ты также был на винокурне Клайд. Сайт, да. Но там, конечно же, появляются новые винокурни, их уже больше десятка, если в целом посчитать. Да, уже почти 2 десятка. Вот. Соответственно, солодовых винокурен новых там довольно много. Но чего от них ждать? От Glasgow Distillery или Clydeside Distillery? Понимаешь, молодо, в общем, как бы вроде многообещающий, но пока все равно молодо. И из такого выдержанного, имеющего уже показавшего, сформировавшего собственный характер, виски в Лоуленде, 3-4 производителя, Гленкинчи, которые можно отыскать. Ахинтошин, пожалуй, все. Глазго там пытается уже что-то выдавать. У них даже какие-то негацианские есть релизы. Кстати говоря, да, 20 миль от Эдинбурга находится винокурня. И довольно презентабельно, информативные тогда были тексты все-таки у них. Сейчас более такие вот продающие, что ли. Тут, кстати, год основания 837, а на сайтах можно найти 825. Вот здесь тоже написано, что 2, Copperpot Stills, одни из самых больших в Шотландии. Да. Так а у кого больше тогда? Слушай, хороший вопрос. Если уж они меряются. Я тоже пытался понять, не понял, честно признаться. Сейчас мы в перерыве между записями разных частей выясним. Мы сейчас выпьем и разберемся. Давай перемешаем бокальчики. Я, конечно, понимаю, ты не запомнил, куда я что наливал. А ты знаешь, где что? Мы никто не знаем сейчас, где что. На дне бокалов наклеены... они наклеены. Все, наклеечки такие, да. Золотая — это старый релиз, 13-й год, серебряная — молодой релиз. Кто живет кстати говоря, на дне океана. Важный момент. Этот релиз, наконец-таки, он чем-то интересен в плане вот этой всей травы, потому что в 2008 году менялась шея перегонного куба Wash Still. И, соответственно, релиз 2013 года у нас розлит до того, как менялась шея. Спирты, точнее, выгонялись. А здесь спирты выгонялись уже после смены шеи. Хотя, не знаю, Wash Still, это же все-таки не Spirit Still. Сложно что-то, наверное, будет. Какие-то отличия найти. Тем не менее. Так, все, ты не знаешь, где что? Нет. Отлично, приступаем.
Ну, они отличаются. Они совершенно разные. Кстати говоря, этот молд характеризуют как травянистый, если Да. не ошибаюсь. И вопрос, была ли раньше трава зеленее, относительно него особенно актуален. Ну, это с подачи, кстати, Джима Мюррея. А сейчас везде пишут, там, виски-любители характеризуют. Ну почему? Джим Мюррей просто подал эту идею. Почему он травянистый? Мне вот так не кажется. Еще называют его Lady of Lowland. Точнее, винокурню. Видимо, за какую-то деликатность. Я готов. И я готов. Давай же скорее узнаем, Давай. что есть что. Давай. Была ли трава зеленее с Гленкинчи 12 лет? Ну давай, начинай ты. С удовольствием. Действительно крайне интересный опыт. Они действительно критически разные, и это начинаешь понимать сразу же с аромата. Я не знаю, какой из них какой. У меня есть, я даже не буду предполагать, но у меня есть надежда, что все-таки правый образец новый, а левый старый. Вот этот вот, да? Да, пока не вскроем. Объясню почему. У левого аромат, а аромат это 2/3, если не 4/5 всего впечатления от виски, куда моложе, чем ожидаешь от 12 лет. По аромату я бы его отнес куда-нибудь в линейку Maclelland's, что-нибудь в этом духе. И Правый. левый. Левый, Речь про левый. про Вот левый. это, про левый. Очень молодо, много бражных нот, какой-то каши на воде, колючая. Есть, конечно, трава, вот это, ну, опять, наверное, Джим Мюррей достаточно авторитетный и опытный дегустатор для того, чтобы, в общем, апеллировать к его впечатлениям. Там действительно есть вот эта травяная зеленая горчинка. И при этом есть характерные ноты такого сырого распаренного дуба. Ну, в общем, никакой фруктовости, никакой медовости, ничего такого аппетитного в этом аромате нет совсем. Есть молодость, всепоглощающая молодость. Вкус пытается всю ситуацию исправить. Тело такое ближе к среднему, слегка маслянистое, есть какие-то сернистые оттенки, и вообще вкус более органично выглядит. Там есть и цитрусовые ноты, и немного медка, и травяная горчинка в коротком послевкусии тоже всплывает. А совершенно другое дело образец справа, в правом бокале. Он комплексный в аромате, сразу же понимаешь с первых же секунд, когда засовываешь нос в бокал, причем обратите внимание, что бутылки были открыты при вас, то есть у него даже не было времени толком продышаться. Очень много фруктов, трава тоже безусловно присутствует, но не доминирует, хотя она там есть, это факт. Есть какой-то имбирный пряник, выпечка, вот какие-то такие очень аппетитные, очень сочные даже оттенки. Вкус на фоне этого аромата, ну, несколько проигрывает, потому что начинается с нот мыла. Вот есть такой характерный тон у виски во вкусе, периодически проявляющиеся такие мыльные ноты. Вот. Но в общем и целом это не то, чтобы сильно портит картину. Такой цитрусовый, фруктовый, с нотами солода, чуть-чуть мыльненький вкус, но все равно хорошо. И в послевкусии вот та самая травяная горчинка тоже всплывает, причем послевкусие оно как будто бы к тебе возвращается еще через несколько секунд. Он интересный, он очень приятный в начале и при этом еще и интересный вплоть до самого финала. Вот, поэтому без сомнений в моем рейтинге побеждает образец в правом бокале. Если выставлять баллы, то образец в левом бокале 77, образец в правом бокале 83. И ты полагаешь, что в правом бокале... Я очень 13 хотел год. бы, чтобы в правом бокале был новый релиз. Я все-таки верю в лучшее. Ну, а все-таки ты как считаешь, в правом бокале 13 или 21 год? Я не знаю. Серьезно, ты ж... Правильно, иначе ты станешь поклонником, да, травы, например, зеленой. Да нет, дело не в этом. В Ну, армии- ты ж сам понимаешь, да, что это такой вопрос с подвохом. Вообще вот Да, эта с вот тема. подвохом. То есть у тебя, я помню, мне кажется, эта история всплывала уже тоже в твоих роликах. Юра Щербина устраивал в Whisky Rooms на одном из фестивалей, которые там проводятся, великолепнейший, ну, назовем это мастер-классом, да, прекрасную дегустацию, где сравнивали 3 пары релизов. Талискеры десятки, Лаговулины шестнашки и Highland Парки двенашки. И вот если мы в паре Highland Парков, там разброс был в несколько декад в розливе. ХП был прям, ну, совсем старый. И в сравнении с новым ХП, ну, это просто... Вот, Небо и земля. это небо и земля, да. Хотел сказать жопа с пальцем. Ну, можно и Вот. так. Ну, в общем, небо и земля скорее. То есть старый ХП, он
Ну, то есть он даже в одном поле с Райцновым не сядет, простите. А если говорить про Талискер и Лаговулин, например, насколько я помню, там разброс был не такой большой, тоже, ну, типа в пределах одного десятилетия. Так там новые релизы вслепую оказались лучше старых. Я надеюсь, что как раз вот этот вот релиз, который мне понравился больше, получил 83 балла против 77, это новый релиз. И если это так, тогда моя вера в будущее виски еще больше укрепится. Да, и Вася Грибовский работает не зря. Что у меня? Значит, итак, левый. Значит, по аромату более блеклый, чем правый. Он более спиртуозный, точнее, есть спиртуозность, в правом она не чувствуется. Если листва была свежей в правом бокале, то в левом она подвысохла и подгорела. Есть древесность или бумажность, может быть, я так сказал, ацетонистость. Но я лично чувствую фрукты. Вот, видимо, Гриша в этом релизе не чувствует фрукты. Я думаю, что мы говорим об одном и том же варианте. Видимо, у нас с тобой левый и правый совпадают. По вкусу, вкус мне показался поинтереснее. Вот тут у них полярно вообще. Если у этого аромат интереснее, у этого интереснее, у этого не интереснее, у этого вкус интереснее, а у этого не интереснее. Тем не менее, баллы отличаются. Здесь, значит, вкус поинтереснее. Есть сливочность, есть какая-то вот кислинка такая, кизиловая, мне даже показалось. Более такой насыщенный, более комплексный. Карамель, сливочная карамель. Безусловно, фрукты. И он очень супер прям пряный такой, то есть там какой-то прям пучок специй, не знаю, такую пряность я давно не вкушал, так скажем. Послевкусие, кислинка, имбирь, пряности, танины, сухость. Сухость. Оценка, как ни странно, оценка у меня по нему ниже, потому что мне очень не понравился аромат. Я соглашусь по поводу пряности, которую ты упомянул, она вот вместе с травой в послевкусии всплывает. Да, очень такая прям... Замечательно. Образец пряности, кстати. Можно брать за эталон. Правый образец. Мне понравился аромат, как я сказал. Есть та же ацетонистость. Она мне показалась даже какой-то ромовой, может быть. В роме часто это бывает. Да, вот такая вот лаковая ацетонистость, может быть, я бы так сказал. Есть бражность, но мне все равно нравится этот аромат. Здесь листва свежая. Здесь я чувствую мед. Настоящий луговой такой мед, прям вместе с пчелами замешан. Карамель, цитрусы, ваниль. В общем, яркий, насыщенный и, кстати, довольно весенний аромат. В таком промозглом Питере в ноябре вспомнить про весну не мешало. Солнечный. Да, солнечный, да, такой приятный. Фруктовый сад. Цветущий, может быть, фруктовый сад. Но скорее уже такими зрелыми все-таки фруктами. Ароматик наполнен. Вкус немножечко спиртуозный. Фрукты, танины, парфюмерия, специи, перец чили. Опять же, карамель сливочная и цедра лимона и имбирь. Вкус попроще, как я сказал. Тем не менее, он как бы поразнообразнее, но он попроще. Почему так, не знаю. Послевкусие сухое, фруктовое. Оценка по этому релизу у меня 85. Он мне понравился больше. Солидно. Ну, раз есть элемент шоу, я все-таки предположу, что это более старый релиз. Хотя, черт побери, грабли какие-то могут быть. Да, тут нет правильного ответа. Так. Ну, давай вскрываться скорее. Нет, перед тем, как мы вскроем карты, мы зачитаем послание от Васи Грибовского. Так. Он тоже нам кое-что хочет сказать. Земляне. Ну, не знаю, он тут как-то не очень много знает об оборудовании, которое менялось. Кстати, 2013 год был победителем Lowland Single Malt на Whisky World Awards. В 2013 году, то есть это, в общем-то, победоносный у нас релиз стоит. Но, правда, Best Lowland что-то можно было. Обошел Акинтоша, доставляется на 1 балл. Обошел, да. 3, как бы, и на корне выбор невелик. Итак, Вася говорит: никакой информации по производственным изменениям у меня нет за этот период, а они были. Последняя реконструкция касалась изменения центра для посетителей, для чего были вложены 185 миллионов фунтов в 4 винокурни: Гленкинчи, Кулыла, Клайнлиш и Карду. Гленкинчи стала первой, теперь там отличный экспириенс-центр для посетителей Lowland Home of Johnny Walker. Открыт он был в октябре 2020 года, управляет винокурней сейчас Рэмзи Бортлик. В общем, Гриша так отмазался. Слушай, а можно я чуть-чуть подкручу баллы? Давай. Раз уж у нас элемент шоу. Давай. С 77 до 79.
Ничего себе, в связи с чем Он подышал? все-таки начал дышать, и я все больше уверяюсь в своих надеждах. Он более увесистый. Вот тот, который у меня в левом бокале. Мне кажется, ты прав, что у нас совпали. Расположение совпало образцов в бокалах. Он более увесистый, более какой-то, ну, такой вот обстоятельный, что ли, в смысле, ну, объема и сейчас очень абстрактно прозвучит, но какой-то вот убедительности оттенков аромата и вкуса в первую очередь, но совершенно какой-то разбалансированный и дерганный. И второй, тот, что в правом бокале, на его фоне выглядит супер попсовым, но он вот этой своей попсовостью, жизнерадостностью, дружелюбием, он такой интерпренер, такой вот американский, типичный. Он к себе располагает. Я вот был в Афинах недавно на финском барном шоу, и там джентльмен, к сожалению, забыл его имя, но он один из владельцев компании, бренда мескаля под названием «Вида». И Дель Магей у них релиз «Вида» называется. Так вот, он там читал, значит, стендап устраивал в типичной американской манере, там вот это было похоже на проповедь такой мескальной. Так вот, здесь вот такой вот сладкий продавец, речь которого плавно переходит в проповедь, а здесь такой неотесанный Мальчуган. Да не мальчуган, такой неотесанный работник какого-нибудь шиномонтажа. Простите меня, дорогие работники шиномонтажа, но почему-то вдруг пришел этот образ на ум. Давайте скрывать карты. Неотесанный фермер скорее. Опять Окей. простите меня, фермеры. В общем, что бы ты ни сказал, ты наверняка оскорбишь одну Конечно, профессию. кто-нибудь обидится. Ну давай посмотрим, что у тебя. Ну, давай. Что у меня? Значит, у меня... Нет, ребят, Всё отличаются. наоборот? Отличаются. Да У ты меня что? серебристая, у тебя золотистая. Так, серебристая, золотистая, не Да. перепутать. Значит, серебро это Серебро. новый, Это у нас новый. Да, а золото у нас золото старый. старый. Ну и соответственно, Удивительно. вот так легли карты. Все-таки мои надежды не оправдались. С ума сойти. Полярное мнение по одному очку. Одно очко уходит туда, одно очко уходит туда. Ваше очко переходит в зрительный зал. Да, 6-4. Опять, что характерно, я специально проверил, тут ничего не перепутано. Но как можно по-разному воспринимать один и тот же виски и одну и ту же пару. Да, да. Насколько разные могут быть мнения. Иногда можно за Порт Эллен увидеть оценку 75 баллов, а иногда 95 за один и тот же релиз. Крайне интересно. Посмотрим, что же нам подарит Hazelburn. Посмотрим. Поехали к Hazelburn. Оу, интрига нагнетается. Hazelburn особенно интересен. Ну, как вы прекрасно знаете, регион Кэмпбеллтаун, который еще несколько десятков лет назад вообще хотели лишить статуса отдельного региона, он все-таки существует, и там 3 винокурни или 2,5, как их. Точнее, он его вообще не имел несколько десятков лет назад. Ну, и вот он был, насколько я знаю, но его собирались убрать. То есть там была какая-то история, в том виде, по крайней мере, как я ее читал, что Ассоциация шотландского виски, опубликовав очередную карту регионов, Кэмпбеллтаун в качестве отдельного региона не указала. Это вызвало, в общем, ряд вопросов. И якобы сподвигло владельцев винокурни Springbank открыть, возродить винокурню Гленгайл. Ну, наверняка, в общем, все не так прямолинейно. Но так или иначе, действительно, это регион, в котором всего 3 винокурни, иногда еще говорят, что их 2,5. И при этом регион с очень характерным своим стилем, весьма узнаваемым. Hazelburn, кстати говоря, это 10% всего спиртов выгоняется для Hazelburn. Hazelburn это не дымный релиз. Всего 3. Вообще, Springbank очень необычная винокурня, хотя бы уже тем, что они выгоняют 3 разных сингл-молта. Многие, кстати говоря, замечают какую-то дымность, хотя релиз не дымный, да? Есть на то, может быть, какие-то причины. Мне понравилась версия, что поскольку все 3 релиза делаются на одной винокурне, то, может быть, оборудование... Не домыли? Не домыли там, да, может, килн там как-нибудь, да, не смогли вычистить после дымных там Longgrow или Springbank. Или второй, кстати, вариант — это бочки. Они же там рефильные, да, почему бы взять там бочку какую-нибудь от Springbank и не залить туда New Make Hazelburn, ну, для Hazelburn. Ну, единственное, что удалось найти, это действительно Hazelburn, и это 10-летний Hazelburn, и причем не такая большая разница, здесь 2014-2020 год, а в 2013
еще разливали двенашку. Это была двенашка, то есть десятки не было до этого. То есть десятку начали там вот в 13-м или в 14-м разливать. Поэтому удалось найти только вот такую пару. Да, с Гленкинчи обидно получилось. По твоей версии выходит, трава была зеленее все. Выходит, что так, да. Ну, что поделать? Это же чистый эксперимент. Конечно. Я бы хотел, чтобы она становилась зеленее с каждым Новым годом. Но, к сожалению, видимо, это не так. Интересно, что у нас с тобой полностью совпали описания, но инвертировано. Так, ну ладно, у меня сейчас все-таки один образец вырывается вперед немного. 46 градусов, кстати. Но опять очень логично, что ты выбрал Hazelburn, потому что он из всего Кэмпбеллтауна максимально близок к Лоуланду. В силу вот этой отсутствия торфа в солоде и тройной дистилляции. Тройной дистилляции. Ну, понятно, что Лоуланд и тройная дистилляция, их стопроцентная связь — это миф. Тот же Гленкинчи — яркое подтверждение тому, с его двойной дистилляцией. Но все-таки обычно, да, принято связывать Лоуланд и тройную перегонку. И Hazelburn в этом смысле самый лоуландский из кэмпбеллтаунских. Ну, как я понимаю, все-таки это отсыл к старине, тройная дистилляция. Тогда была более популярна, да? Как я понимаю. Ну, более распространена, чем сейчас. Вот так. Да, и плюс, кстати, Hazelburn — это же название винокурни, ныне не существующей в Кэмпбеллтауне. Начну с левого образца, с левого бокала. Левый мне, сразу скажу, не понравился. Горелая трава, спиртуозность. Да, фруктовый, да, тонинный. Немножко ванили. В целом вкус очень простой, аромат очень простой такой, ну, мне не понравился. Вкус: фрукты, мед, горелая трава, сладость. Сладость довольно, кстати, неплохая, в отличие от Гленкинчи, такая более сладкий релиз. Где-то 7 из 10 я бы дал на сладость. Есть некая водянистость, спиртуозность, танины, послевкусие резкое и фруктовое. И я бы предположил, что левый релиз более насыщен, что ли, рефильными бочками. То есть вот один из этих бокалов, он больше в своем составе имеет больше рефильных бочек, там, может быть, второго, третьего, там, не знаю, первого наполнения. Не возникло у тебя такой мысли? Честно говоря, нет. Оценка 81. Пожалуй, соглашусь, да. Тут в одном, забегая вперед, более явное влияние вот этой бурбоновой сливочности. Да. Значит, второй правый бокал. Аромат. Вот аромат мне очень понравился. Здесь цитрусы, сливочная карамель. Если кто-то пробовал сливочные лимонады, вот эти грузинские, там, на Тахтаре и так далее, Лагидзе. Вот есть такой сливочный лимонад или ситро, может быть. Танины, свежескошенная трава. И, что самое интересное, первым номером я почувствовал ваниль. Ваниль, которая, в принципе, в виски я обычно не чувствую, говорят часто дегустаторы, я чувствую ваниль. Вот в этом правом бокале ваниль очень прекрасно читается. И мне эта ваниль нравится, да, в отличие, если коньячные товарищи говорят, что ваниль там это признак не очень хорошего коньяка, что много ванили, ну вот наши советские коньяки этим грешат. Вот здесь ваниль очень уместна. Во вкусе также ваниль, лимонад, буратино, лимонад, ситро, легкая тонинность, насыщенность, цитрусы, сливки, паприка. Кстати, я почувствовал паприку, не знаю, горчинка. Ну, вообще, такой вкус довольно взрывной, он мне очень понравился. Вообще, правый образец мне понравился, такой неплохой. Послевкусие фруктовое, тонинное, стандартное, не знаю. Я небольшой мастер по послевкусию. Оценка 86. Так. А может быть даже 86,5 я ожидал. Ну, Каково твое предположение? Предположение, я думаю, поскольку у меня есть подозрение, что здесь рефильных бочек больше, вот здесь трава вот как раз таки может быть и была и зеленее. То есть, скорее всего, это 20. Я прям почти уверен. Хотя, как обычно, могут быть. Да, мне, в общем и целом, вот это твое замечание по поводу того, что аромат простой, мне кажется очень правильным, причем применительно и к левому, и к правому образцу. Поначалу вообще было сложно определить,
фаворита, в них действительно чувствуется общее родословное. Но в итоге, когда они продышались, и после добавления воды в процессе, они, конечно, стали чуть-чуть разными. Что характерно, значит, первый левый мне показался более парфюмным и цитрусовым, и таким вот леденцовым в аромате. Правый же сразу же был более сливочным в аромате, более насыщенным и с ирисками, вот этими тофи пресловутыми. И даже вот той самой какой-то дымностью, которая очень-очень-очень отдаленная. Вот то, что иногда в виски бывает из-за использования обожженных бочек. Но возвращаясь к теме возможного использования в одном из этих релизов большей пропорции свежих бочек, а в другом, соответственно, больше пропорции бочек рефилля, мне кажется, что в релизе, который у меня в правом бокале, бочек первого наполнения больше, как раз в силу вот этой сливочности, которая ощущается в аромате вот прямо сразу. Что касается вкуса. И там вкус очень чистый. Алкоголь, несмотря на 46, он прекрасно интегрирован. Никакого совершенно я не почувствовал это алкогольного жжения. Зато это дополнительно 6 объемных долей спирта добавили экспрессии, выразительности, усилили, чуть-чуть подкрутили, да, все ощущения. И это в данном случае очень хорошо. Бочка совершенно не выпирает, что в том, что в другом случае. Чистые солодовые ноты, немного каких-то вот фруктово-травяничных оттенков. И все это прям очень, органично, что ли, и очень естественно. Релиз в левом бокале мне показался более солодовым во вкусе, релиз в правом бокале более цитрусовым во вкусе. При этом вкус релиза в правом бокале в целом был более выражен, чем релиза в левом бокале. То есть плюс-минус релиз в правом бокале на вкусе начал вырываться вперед еще сильнее. Он, может быть, балл себе в плюс набрал в аромате и еще примерно столько же во вкусе. Плюс к тому послевкусие релиза в правом бокале тоже более длительным показалось, более ярким, более насыщенным. Что интересно, когда я добавил воды, во вкусе они как будто поменялись местами. Релиз в левом бокале стал более сливочным, а релиз в правом бокале напротив совершенно. Вот, ну да ладно. Наврал. Релиз в левом бокале стал более цитрусовым, как раз во вкусе, чего не было. То есть цитрус у правого были сливки в аромате, и цитрусы во вкусе. В итоге, после добавления воды, у левого во вкусе появились цитрусы, а у правого вкус стал более сливочным, более каким-то таким вот обволакивающим, что ли. В общем, в итоге правый релиз с небольшим, ладно, не таким уж небольшим отрывом все-таки меня побеждает. 84 балла я ему решил поставить. Релиз в левом бокале 81 балл. Ассоциации с, как там ты сказал, фермером и... Здесь этого совершенно нет, они абсолютно... И коммерсантом из Америки. Они абсолютно близки, вот такого разрыва, вот этой пропасти, как было в случае с Glenfiddich, здесь не ощущается. Хотя они, конечно, разные. Чем дольше с ними общаешься, тем сильнее эту разницу ощущаешь. И еще раз, очень хочется надеяться, что релиз в правом бокале это новый. Оптимист. Я же говорю, очень хочется надеяться. Вот, я, пожалуй, до вскрытия карт с этой надеждой еще поживу. Угу. Так, отлично. Так, значит, давай вскрывать карты. Давай. Погнали. Правый бокал, старый. Индустрия виски, что ты делаешь? Остановись. Левый бокал, действительно лучше. 2020 год. 2020 год. Еще раз. В данном случае разрыв не такой серьезный, но все-таки, да, и в первой и во второй паре, в общем, мне показалось, трава таки была зеленее. Так, смотри, у нас счет был 6-4, сейчас он стал 6-5, и сейчас может образоваться некий паритет. Так. Скрываем. Правый образец у меня выиграл. Опять наоборот. Да. Слушай, у нас явно с тобой полярные вкусы, наверное, я думаю, да? Выходит, что Что-то вот тебе нравится остренькое, а мне сладенькое, что-то в таком духе. Паритета не образовалось, образовался счет 7-5. Не в пользу зеленой травы, вот так скажем. Не в пользу зеленой травы. Кстати говоря, забыл зачитать, совершенно забыл ответ с винокурни. Девушка по имени Фиона. Фиона, кстати, это девушка Шрека, если не ошибаюсь, из мультика. Имя носила такое же. Значит, она написала...
Фотографии свои не приложу, к сожалению. Написал следующее. По сути, существует бесчисленное множество факторов, которые могли повлиять на две упомянутые вами бутылки. Я не уверена, заметите ли вы различия между ними в отношении носа и или вкуса, но если вы их почувствуете, то вам в голову могут прийти определенные версии. Что касается оборудования и процессов, мы не вносили каких-либо серьезных изменений между этими выпусками, но типы бочек, используемых для созревания, например, были ли это в основном бочки первого наполнения или нет, могли повлиять на розлив. На них также мог повлиять тип склада, на котором они созревали, напольное покрытие или стеллажи и место на складе, на котором они преимущественно хранились. Повлияли, выходит? Да, значит, по поводу розыгрыша, кстати говоря, ребят, из всех этих 3 выпусков я собрал сет из 6 сэмплов, которые вы можете получить, обратившись ко мне в соцсетях. Также по сету получат участники этих выпусков обязательно. И один из этих сетов вы можете выиграть, оставив комментарий к этому выпуску. Один из ваших комментариев будет выбран Лизой, и вы станете, возможно, счастливым обладателем, если вам повезет, этого сета. Собственно говоря, резюме. Счет у нас 7-5, не в пользу зеленой травы. Ну, в общем, мне кажется, что это хорошо. Это хорошо. И это вдохновляет. Да, это вдохновляет. С другой стороны, учитывая то, что мне все-таки с сегодняшней пары гораздо больше понравились старые релизы. Да. С другой стороны, пейте новые релизы, наслаждайтесь. Пейте, пробуйте, может быть, вам понравится действительно больше они. Мне больше остается страх. При этом, смотри, какая тоже интересная мысль. То есть, по результатам сегодняшней дегустации для тебя трава не была зеленее. Для меня нет. Стало гораздо лучше. Для меня, хоть я и надеялся, что релизы, которые понравились мне больше, современные, в итоге получилось, что трава все-таки зеленее была. Но при этом мы очевидно сошлись в том, что виски со временем меняется. И та, и другая пара это подтвердила. Причем Гленкинчи, прям тут надо быть, наверное, это тоже, актуально в последние 1,5 года, совсем лишенным обоняния, для того, чтобы не заметить, что эти релизы разные. Но получается, что ты предпочел из обеих пар новые, я предпочел из обеих пар старые. И то есть выходит, что виски меняется, это объективный факт, но хорошо это или плохо, никто не может сказать, кроме вас самих. Это не факт. Совершенно. Меняется факт, а хорошо или плохо не факт. Да, то есть оценочные суждения в данном случае по-прежнему остаются абсолютно индивидуальным, субъективным. Вот. Понял тебя. Так что трава раньше была другой. Но да. Зеленее или нет, бог его знает. То есть, может быть, тогда солнце было на восходе, а сейчас оно на закате, и оно одинаково ту же самую траву освещает, просто с разных сторон. И все зависит от того, с какой стороны этого луга ты сидишь. В любом случае, однозначно сделать вывод, была ли трава зеленее, нельзя. И по результату 3 этих выпусков вы сами это можете увидеть. Можно сказать одно, что виски просто был разный. Официалка, одна и та же официалка не должна быть одной и той же на протяжении всей линейки лет. К сожалению, это так, а может быть и к счастью. Но это идет вразрез с тем, что утверждают по поводу работы мастеров купажа, понимаешь? То есть, да, весь великий камень в огород. Весь этот посыл про важность работы мастера купажа, он же базируется на фундаментальной идее, что мастер купажа воссоздает релиз. Но выходит, что не сильно воссоздает. Да, вот это вот можно немножечко подобрать, так скажем, вот эту мысль. Но, тем не менее, работа интересная. Мы будем продолжать сравнивать релизы, одни и те же релизы с разных винокурен. Сделаем еще несколько выпусков под маркировкой «Экстра». В них обязательно войдет Highland Park 12, потому что все почему-то хотят именно его увидеть. Большое спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск. Большое спасибо всем, кто принимал в нем участие. И тебе, Гриш, отдельное спасибо. Заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей, ценителей, дегустаторов и коллекционеров, черт побери, крепких алкогольных напитков. Бокальчики, стаканчики, посуда, бутылочки. Все необходимое для сладкой жизни современного любителя крепких напитков. Не пейте,
А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока.